여러분 안녕하세요. 대한러시안 채널에 오신 것은 환영합니다. 오늘도 우리는 재미있는 사람을 모시고 이제 그 인터뷰를 하도록 할게요. 러시아 말로 하는데 이제 자막은 한국말로 하도록 하겠습니다. Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. И сегодня у нас в гостях Виктория. Привет. Сейчас я живу в Корее, работаю и учусь в магистратуре на данный момент в университете ВД. Как долго ты уже в Корее? Третий год уже. О, Да. Самый первый день твой в Корее когда был? Самый-самый. Ох, самый-самый день. Первый мой был в 2010 году. Точно не помню, какое число, конец января. Мы приехали тогда с ребятами от нашего Ростовско-Корейского центра по краткой программе, которая длилась 2 недели, такая немножко ознакомительная. У нас были, конечно же, уроки корейского языка. Ты училась на факультете корейского языка? Ну, можно, в принципе, сказать так, но у нас не только корейский язык и корейская литература, то есть мы еще изучали и историю, и международные отношения, и политику, и всякую такую ерунду, тоже как зарубежное регионоведение, востоковедение, то есть Понятно. с тобой одинаково у меня курс направления, да. Понятно. Это в Ростове-на-Дону это большой факультет? Много учиться? Если честно, людей? нет, он достаточно-таки у нас молодой, в Ростове есть Ростовский государственный экономический университет, и там, ну, буквально еще 10, наверное, лет нету еще этого факультета, он открылся вот новенький, да, и у Новенький нас совсем. было очень мало человек, вот в корейской группе на первом курсе было где-то 9, а уже к последнему всего лишь 6 выжило, поэтому До да. финиша дошли немногие. Да. До поступления в университет ты что-нибудь знала о Корее? Совершенно ничего, если честно. Ну, мало что представляла. В интернете еще тогда был 2011 год, еще достаточно какие-то мало было мало, да. информации, да, как-то. Единственное, что тогда я смогла найти в интернете, это был Чеджулов парк. И что меня очень сильно испугало, на самом деле. Ну, господи, куда я еду? Я знаю, что в Корею ты приехала, ты вышла замуж за представителя, скажем так, местного населения. Да, да. Можешь рассказать немножко в 2 словах, как так получилось? Ой, получилось вообще спонтанно, никогда не планировала выходить замуж за иностранца вот специально, вот особенно там за корейца, не было в планах, вот так получилось. Познакомились мы в общей компании, ничего такого особенного, просто ребята позвали меня и как раз его, получается, мы в общей компании так познакомились, какое-то время общались. То есть там в Ростове? Нет, в Корее. В Корее Он уже? с Россией вообще никак не связан, занимается музыкой, музыкант, композитор, по-русски ни слова не знает, вообще как бы, ну, не имеет никакого, ну, как представление, конечно, он имеет, но никакого отношения к России он вообще не имеет. Тогда, если ты уже так связала свою жизнь, получается, с Кореей, да, ты вышла замуж за мужчину из Кореи, ты планируешь всю свою оставшуюся жизнь прожить в Корее, или все-таки у тебя есть планы поехать в Россию или в другую какую-то третью страну? Если честно, даже не знаю. Я вообще открыта ко всем экспериментам, ко всем всевозможным вариантам. Если, допустим, у меня в России будет такое предложение, от которого мне будет тяжело отказаться, то и я, и мой муж, мы, в принципе, такие легкие на подъем в этом плане. А твои родители не были против, что ты выходишь замуж за человека, что они даже не могут со собственным зятем по-русски поговорить? Нет, абсолютно. Они хоть даже не разговаривают вот так прямо вот как мы, да, можем по-русски сесть и поговорить, но у меня муж немножко подучивает русский все равно, и он тоже может что-то сказать родителям, ответить, как-то немножко объясниться, плюс мимика, жесты, я. То есть хорошо, они приняли его, да? Да, они своей очень семьей? приняли, и у меня, кстати, с корейской семьей тоже никаких проблем не было. Нам в этом плане очень повезло, потому что сразу, вот с самого начала, обе стороны очень хорошо отреагировали, поэтому... Вот, кстати, да, хороший момент, поскольку я тоже знаю, уже давно здесь живу, и я знаю, что не все корейские родители очень прям так позитивно реагируют на невест для своих сыновей из других каких-то стран. И особенно, к сожалению, особенной славой пользуются наши девушки из России. Почему? Скажем так, ну как-то так исторически не очень хорошо сложилось. Как прошла ваша первая встреча с родителями? Они сразу вот как-то приняли тебя или все-таки они как-то были против, а потом со временем узнали? Совершенно нет. Вот мы, как получилось, мой муж, тогда будущий еще моим парнем, приехал в Россию знакомиться с моими родителями уже.
Мы пробыли в России где-то, ну сколько мы пробыли, ну, где-то около месяца. Мгм. И потом вместе прилетели в Корею. И сразу же как бы к родителям. М. Тоже они нас встретили в аэропорту, но до этого я с ними общалась через Какао-Ток, отправляли постоянно какие-то фотографии, созванивались, то есть уже какой-то контакт был. М. То есть, да, То есть постоянно они уже имели какое-то Да, то есть представление. я с ними уже общалась, то есть я с ними созванивалась, какие-то мы имейлы друг другу отправляли, они меня с днем рождения поздравляли, мне какие-то посылки отправляли, поэтому у нас контакт уже был налажен. Если честно, я больше боялась бабушки. А. У меня, да, у меня со стороны мужа, вот мамина мама, да, бабушка у нас есть, Вегальмони. Мгм. Вот Вегальмони я немножко боялась, потому что ей уже скоро 100 лет будет, она очень в взрослом возрасте, Ага. да. И я немножко боялась ее, потому что, как бы, ладно, еще родители. А все, бабушка? Да. А бабушка, да, она такая прям, вот она войну корейскую пережила, как бы у нее прям, я так боялась, думала, ой, блин, бабушка, как мне с ней. Так получилось, что родители сразу же на следующий день собрали всех родственников, было у нас собрание большое вот в ресторане, человек, ну, где-то около 20 собралось, и меня привели туда в семью, познакомились со всеми, и бабушка там была, но к моему счастью, я вот чем-то как-то расположила ее к себе, и она первое, что сделала, говорит, когда вы поженитесь? Здесь я знаю, что ты в Корее преподаешь русский язык. Да. Да, ну вот расскажи, как ты нашла эту работу? Тоже получилось довольно-таки спонтанно. Муж мой видел где-то, или через кого-то услышал, я даже не помню. То есть он мне сказал, не хочешь попробовать? Здесь такая вот есть компания, очень такой интересный формат. То есть у нас не как традиционные хаблоны, да, приходишь, студенты, им что-то лекцию почитал, все, домой. То есть у нас мы снимаем именно видеоуроки, и мне показалось это очень интересным опытом, и вообще формат тоже таким очень интересным, и я решила попробовать. Какие моменты в русском языке тяжелее всего даются корейским студентам? Ой, очень много всяких разных вопросов, на самом деле, как я понимаю, очень тяжело именно грамматика. Конечно, да. То есть очень много Грамматика спрашивают совершенный, несовершенный вид, род, как бы число, почему это так, и это сяк. Мгм. То есть, ну, много вот таких вот вопросов именно специфических. Ну тогда, как бы, поскольку я знаю, что ты тоже очень хорошо говоришь по-корейски, например, для русскоязычного человека, да, для человека, для которого русский язык является родным, вот какой бы момент ты выделила? Вот этот момент в корейском самый тяжелый. Понятное дело, что их много, но вот один, Мне самый, кажется, который вот тебе кажется Самые тяжелым. тяжелые это именно слова, которые из китайского языка, вошедшие в корейский язык, ханча. То есть, если ты не знаешь ханча, Мгм. то тебе будет достаточно-таки тяжело разобраться в смысле слов, потому что бывают одинаковые слова, вот просто там какой-нибудь там сан, там что-нибудь там, йо какой-нибудь, ну Мгм, что-то мгм, вот из мгм, этого. То есть и таких слов может быть 5. Мгм. И ты смотришь, их 5 одинаковые, они написаны одинаковые, но смысл меняется от иероглифа, то есть рядышком написан. То есть Да, вот поэтому есть это, такое, скорее да. всего, будет самое тяжелое для иностранцев, которые учат корейский язык. Тоже сейчас в университете в основном я сталкиваюсь с тем, что хоть я изучала тоже там ханча, ну, такое что-то, начальный уровень, да, что, ну, что должен знать каждый из них. А уже более профессиональном вот таком вот углублении я смотрю иногда литературу профессиональным языком написанную, и мне иногда бывает тяжело разобрать, что это слово значит, Ну потому да. что там очень тяжелая ханча написана, и даже корейцы некоторые со мной, мои одногруппники, они смотрят, они тоже не понимают, и мы спрашивали все вместе у преподавателя, что это. Ну вот как человек, который приехал из России в Корею, вот скажи, для человека, для русского человека, который вообще не представляет, что такое Корея, назови мне одно место в Корее, не обязательно в Сеуле, которое вот ты считаешь, что оно очень-очень корейское, и если русский человек его увидит, он сразу почувствует настоящую Корею. Одно место. Одно место, это очень тяжело, но Я мне знаю, кажется, я- все-таки я бы выделила Кёмбукун, Да. потому что это Кёмбукун как- – это императорский дворец в центре Сеула. Да, спасибо. Ходячая Википедия. Потому что, когда вот мои родители приезжали в Корею, я просто посудила по их реакции, выделили они именно Кёмбукун. Потому что, Понравился, да, да? очень понравился, потому что это именно такая корейская традиционная вот часть, очень раскрыта хорошо. Конечно, пусть это не все достоверные вот эти оставшиеся здания, да, что-то Ну да, было да. построено заново, что-то реставрировано, Там, но все равно, да, да, как
как бы основная вот эта вот атмосфера именно, плюс еще корейцы тоже молодцы в том плане, то, что, ну, иностранцы тоже, они были все в традиционных одеждах, иногда там смена караула, то есть они все это посмотрели, представления разные, каягым, то есть все это делает свою картинку. И еще, мне кажется, было бы интересно, вот мы, к сожалению, не успели с родителями, но поехать куда-нибудь в Temple Stay, это тоже как буддизм, тоже как бы одна из частей вот такой корейской культуры, тоже очень самобытная, и мне кажется, вот этих вот два, я назову два сегодня аспекта, это было бы как раз тем, чтобы можно было как-то вот больше окультуриться, да, корейской культурой пропитаться. Вот лично твое самое любимое место в Корее, не обязательно в Сеуле? Я очень люблю Паджу. Это город, находится рядом с Лисаном. Почему? И мне очень нравится Хейри Маве, Хейри Арт Маве. Не знаю, мне почему-то там очень нравится. Вот оно как будто для меня. Я немножко такая тоже творческая сама по себе. Я люблю вот искусство, что-то вот такое. Достаточно очень интересно, но там именно не традиционная культура, а современная корейская культура. Вот эту саму вот эту деревню, да, искусство, если на русский перевести, создали именно творческие личности, то есть это кинематографы, да, режиссеры, всякие дизайнеры и так далее. То есть люди вот это вот место само и создали. То есть там очень интересные постройки, всякие арт-музеи, очень много таких прикольных вещей, поэтому мне очень нравится там. Как ты считаешь, чем все-таки Корея больше всего известна за пределами самой Кореи? Мне кажется, кей-поп. Кей-поп все-таки? Мне кажется, да, потому что ну, я хоть сама и не особо как бы, разбираюсь в этом всем, но я просто смотрю, что людям это интересно. То есть они какие-то фестивали культурные тоже проводят и в России, в разных городах тоже все это делается. Мне кажется, что кей-поп, он... А здесь, ну как человек, который живет здесь, ты можешь сказать, что внутри самой Кореи кей-поп тоже играет большую роль в культуре страны? Ну, вот если посмотреть корейцев, то я как бы, ну, не видела, чтобы, ну, как-то даже не замечала, чтобы, допустим, какие-то киоски с плакатами, наклейками, вот именно копировали кореянки, да, как бы я вот этого не видела. В основном, как бы, ну, не знаю, может быть, школьники, наверное, еще будут как-то вот интересоваться. И вот иностранцы в основном, мне кажется, в основном в таких вот местах иностранцы больше. Ну, как правило, да, больше всего больше иностранцев, нежели корейцев. Вот что бы ты сказала корейским нашим слушателям, зрителям, которые приезжают в Россию, чтобы у них не было такого вот большого культурного шока? Чаще всего мои корейские друзья, которые впервые приезжают тут в Россию, да в основном это Москва, конечно же, они все говорят, вот почему русские такие неприветливые, да, они не улыбаются, они постоянно ходят какие-то вот такие вот грустные, да, покер-фейс. То есть почему? Они не рады нас видеть, или им не нравятся иностранцы, или вот что-то вот получается, что у них возникает какое-то недопонимание в этом плане. На самом деле это дело не в том, не в этом дело. То есть к иностранцам русские хорошо относятся, у нас многонациональная страна, поэтому, в принципе, у нас нет какой-то ненависти или расизма, да, такого яркого, выраженного. И проблема вся в том, что люди, просто Москва это столица, люди живут очень в бешеном ритме, то есть они постоянно заняты, у них в голове какие-то свои проблемы, работа, какие-то мысли, и они просто не замечают вообще абсолютно вокруг мир весь. И из-за этого складывается такое впечатление, что русские люди такие очень скромные, да, скупые на эмоции, не часто улыбаются. Это не вам не рады, это а то, что в целом не рады. Нет, я не это хотела сказать. Не то, что они рады, они просто настолько заняты, да, и голова их забита мыслями, работой, рутиной какой-то. Ну понятно. В общем, не пугайтесь, если русские не будут улыбаться. Да. Все, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Спасибо тебе тоже. Всем пока.